Итак, я связала 2 ушка, пришила их. Голова полностью готова. Убираем пока ее в сторону. Теперь нам нужно связать ножки. Итак, для ножек набираем кольцо амигуруми. И в кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем нить. Вяжем второй ряд. Во втором ряду делаем прибавки в каждый столбик предыдущего ряда. То есть вот у нас 6 столбиков. Надо в каждый столбик провязать по 2 столбика без накида. 1 столбик, второй столбик. Провяжите этот ряд до конца самостоятельно. Так, провязала второй ряд. Во втором ряду получилось 12 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. 1 столбик без накида, прибавка. Один столбик без накида, прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда должно получиться 18 столбиков без накида. Провяжите самостоятельно. Провязали третий ряд. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем 18 столбиков без накида. То есть никаких прибавок делать не нужно. Просто в каждый столбик вяжем по одному столбику. Так вяжем до конца ряда. Связали четвертый ряд. Вяжем пятый ряд. Итак, в пятом ряду провязываем для начала 8 столбиков без накида. 1, 2. Поставлю маркер. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вяжем 1 столбик без накида еще и делаем убавку. Это первая убавка. Вяжем 1 столбик без накида и делаем вторую убавку. Вяжем еще 1 столбик без накида и делаем третью убавку. И в конце ряда остался 1 столбик без накида. Провязываем его. Итак, в пятом ряду получилось 15 столбиков без накида. Вяжем шестой ряд. Провязываем 11 столбиков без накида. 1, 2. Ставлю маркер на первый столбик. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаю убавку. В конце ряда осталось 2 столбика без накида. Провязываю 1, 2. Это был шестой ряд, и в шестом ряду получилось 14 столбиков без накида. Вяжем седьмой ряд. В седьмом ряду провязываем 14 столбиков без накида. То есть в каждый столбик вяжем по одному столбику.
никаких прибавок не делаем. Провяжите этот ряд самостоятельно. Так, провязала 7 ряд, вяжем 8 последний ряд. Провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, больше ничего не вяжем. Закрепляем нить и отрезаем. Так, нить длинную оставлять не нужно. Вот первая ножка. Вторая ножка вяжется точно так же, только единственное отличие будет в 8 ряду. Поэтому вы провяжите следующую ножку только 7 рядов, а 8 ряд я вам покажу уже, как сделать на второй ножке. Итак, я связала левую ножку 7 рядов. Сейчас покажу, как закончить 8 ряд. В правой ножке мы вязали в 8 ряду 7 столбиков без накида, а в левой ножке провяжем в 8 ряду 14 столбиков без накида. 1, 2, 3. Провязываем столбики до конца ряда. Все, провязала 8 ряд до конца. Теперь маркер убираю. Итак, смотрите, связали левую ножку, связали правую ножку. Теперь нужно вязать тело. Правую ножку пока уберем в сторону. Начинаем вязать с левой ножки. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь берем правую ножку и вводим крючок в тот столбик, куда мы закрепляли нить. То есть в тот столбик, вот у меня нить торчит из него, вот, куда вязали соединительный столбик. Вводим в него крючок. Конец нити спрячем, потому что он будет мешать. И провязываем столбик без накида. Вот так. То есть таким образом мы соединили 2 ножки. Вот что получилось. Так, продолжаем вязать. Теперь нужно провязать 7 столбиков без накида. То есть этот первый мы не считаем. Вяжем следующую петлю. Вот. И от нее, получается, будем считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот что получилось. Теперь начинаем вязать первый ряд тела. Первый ряд тела. Снова провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2. И вот в первый столбик, который провязали именно сейчас, вставляем маркер. И отсюда будем считать начало ряда. Вот это первый ряд тела. Так, провязали 2 столбика. 3, 4, 5, 6, а 7 провязываем. 7 провязываем вот в это место. Между вот, видите, где у нас выходят воздушные петли и столбики. Как бы такая выемка получается. Тут столбик есть. И вот в него, в этот столбик, провязываем 7 столбик. Вот так. Теперь провязываем 3 столбика. Вот где у нас 3 воздушные петли. В каждую воздушную петлю вяжем по одному столбику. 1, 2,
и 3. Провязали. Так, дальше вяжем. Теперь у нас в одной ножке 14 столбиков без накида вокруг. И вот нужно провязать эти 14 столбиков без накида. Вводим крючок. Вот видите, тут столбики идет. И вот столбик, вот он, первый столбик. Вот идет воздушные петли, вот они идут. Они идут вот от этого столбика. И этот же столбик, он идет отсюда, с этого столбика. Вот в этот первый столбик мы и вяжем. Так, вот первый столбик, второй, третий. Тут нужно очень внимательно смотреть эти столбики угловые, чтобы потом не было дырочек в этих местах. Так, третий, четвертый, пятый, шестой. И так вяжем, когда до 14 столбиков. Должно получиться 14 столбиков. Вот, смотрите, я провязала 14 столбиков по ножке. И у меня остается провязать 3 столбика без накида по воздушным петелькам. То есть, как мы провязывали с этой стороны 3 столбика, так и с этой стороны нужно также провязать 3 столбика по воздушным петлям. Вот у меня столбик без накида. Вяжем первый столбик. Так, где у меня петли? Раз, два, три. Вот в первую петельку я провязываю столбик без накида. 1. Следующую петельку также провязываю еще один столбик без накида. Вот второй столбик уже провязала. И в последнюю третью петлю провязываю третий столбик. Вот что получилось. Так, провязали 3 столбика по воздушным петлям. И у нас остается здесь провязать до маркера 7 столбиков. Вот он, первый столбик идет. Вот видите? Вот он, первый столбик. Сразу в него вяжем. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и последний, 7. Все. Все вместе соединили. Это был первый ряд тела. Так, продолжаем вязать второй ряд. Маркер пока уберем. Итак, тот столбик, откуда только что убрали маркер. Вяжем столбик. Первый, второй. Ставим маркер в первый столбик. Итак, нужно связать 24 столбика без накида. Вот я уже связала 2. Мне осталось связать 22 столбика без накида. Так, провяжите эти 24 столбика без накида самостоятельно. Так, все, провязала 24 столбика без накида. Продолжаю вязать. Итак, когда провязали 24 столбика без накида, то в следующий столбик нужно сделать прибавку. В следующий столбик делаем прибавку. Раз, два. Так, в следующий столбик вяжем 1 столбик без накида. Провязываем 1. И в следующий, в третий столбик делаем прибавку. Вот что получилось. Так, и у нас осталось провязать
7 столбиков без накида до конца ряда. Провязываем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, последний 7, 7. Так, это был второй ряд тела. И получилось 36 столбиков без накида. Так, теперь смотрите, третий и четвертый ряд вяжем одинаково по 36 столбиков без накида. Никаких прибавок делать не нужно. Просто в каждый столбик вяжем по одному столбику без накида. Вяжем так третий ряд и вяжем так четвертый ряд. Так, провяжите самостоятельно эти два ряда. Все, я провязала третий и четвертый ряд по 36 столбиков без накида. Вяжем пятый ряд. Убираем маркер. И сразу же делаем убавку. То есть пятый ряд начинается у нас с убавки. Все. Так, сделали убавку. Теперь нужно провязать 16 столбиков без накида. 1, 2 и так далее. Так, не забудем поставить маркер, где мы делали убавку. Ставим на нее маркер. Так, провяжите 16 столбиков без накида самостоятельно. Все, провязала 16 столбиков без накида. Теперь нужно снова сделать убавку. Сделали одну убавку. Теперь нужно провязать снова 16 столбиков без накида. Ну, в принципе, до конца ряда, до маркера осталось 16 столбиков. Все, провязываем до конца ряда эти столбики. Так, провязываем самостоятельно. Так, все, провязала пятый ряд. И в пятом ряду получилось 34 столбика без накида. Шестой ряд вяжем 34 столбика без накида. То есть в шестом ряду провязываем каждый столбик по одному. Не нужно делать никаких прибавок. Второй, третий и так далее до конца ряда. Все, провязала шестой ряд, и в шестом ряду также должно получиться 34 столбика без накида. Седьмой ряд. В седьмом ряду, так же как и в пятом, сразу делаем убавку. Вот так. Теперь нужно провязать 15 столбиков без накида. 1, 2, 3 и так далее до 15. Провяжите самостоятельно. Провязала 15 столбиков без накида. Теперь снова делаю убавку. И до конца ряда осталось провязать 15 столбиков без накида. Провяжите их самостоятельно. Так, провязала седьмой ряд. В седьмом ряду получилось 32 столбика без накида. Итак, восьмой ряд. В восьмом ряду нужно провязать 32 столбика без накида. То есть в каждый столбик вяжем по одному столбику. 2, 3. Так, довязываем до конца ряда. Так, провязала восьмой ряд до конца. В восьмом ряду также должно получиться 32 столбика без накида. Вяжем девятый ряд. Так, сразу делаем убавку. И провязываем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3. Так, далее до 14. Провязала 14 столбиков без накида и делаю одну убавку. До конца ряда осталось провязать 14 столбиков без накида. Провязываем до конца. Так, связала, получается, девятый ряд до конца. В девятом ряду получилось 30 столбиков без накида. В десятом ряду провязываем 30 столбиков без накида. Каждый столбик вяжем по одному столбику. Никаких убавок делать не нужно.
Вяжем до конца ряда. Так, провязала 10 ряд до конца. Вяжем 11 ряд. Также вначале делаем первую убавку, ну, то есть одну убавку. И провязываем, получается, 13 столбиков без накида. 1, 2, 3. Так, 13 столбиков без накида нужно провязать. Провязала 13 столбиков без накида. Теперь делаю одну убавку. До конца ряда осталось провязать 13 столбиков без накида. Довязываем ряд до конца. Так, провязала, получается, 11 ряд. В 11 ряду получается 28 столбиков без накида. Вяжем 12 ряд. 12 ряд провязываем 28 столбиков без накида. Никаких убавлений не делаем. Вяжем в каждый столбик по одному столбику. Вяжем до конца ряда. Так, провязала 12 ряд. Вяжем 13 ряд теперь. Также в начале делаем одну убавку. И провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2. Так, вяжем до 12. Связала 12 столбиков. И делаю одну убавку. Все, до конца ряда осталось провязать 12 столбиков. Вяжем до конца ряда. Так, связали 13 ряд. В 13 ряду получилось 26 столбиков без накида. Вяжем 14 ряд. Так, в 14 ряду сразу делаем одну убавку. И провязываем после убавки 11 столбиков без накида. 1, 2. Так, вяжем до 11. Провязала 11 столбиков и делаю одну убавку. До конца ряда осталось 11 столбиков, довязываем их. Так, провязали 14 ряд, получилось 24 столбика без накида. Вяжем последний 15 ряд. 2 столбика без накида вяжем. 1 столбик. В следующую петлю 2 столбик. И делаем убавку одну. Так нужно повторить 6 раз. То есть вот я 1 раз уже сделала. И так я еще провяжу 5 раз. То есть вот я сделала убавку. Затем вяжу 2 столбика без накида. 1 в следующую петлю. 2. И снова делаю убавку. И так я повторяю до конца ряда. В конце ряда должно получиться 18 столбиков без накида. Вот сейчас я сделала убавку. Провяжу 2 столбика без накида. И снова сделаю третью убавку. Всего убавок должно быть 6. Все, довязала 15 ряд до конца. Получилось 18 столбиков без накида. Это был последний ряд тела. Будем его заканчивать. Маркер убираем. И смотрите. В этот столбик, где только что стоял маркер, провязываем соединительный столбик. Вытягиваем нить и отрезаем. Все. Тело готово. Осталось теперь его только набить наполнителем. И нужно пришить голову к телу. Итак, связали тело, связали голову. Теперь голову нужно пришить к телу. Когда вяжете голову, оставляйте длинный конец нити для пришивания. Итак, сейчас мы ее будем пришивать.
берем иголочку и вводим нить в иголку. Так, вставили нить в иголочку. Теперь смотрите, берете голову и вводите иглу в столбик без накида на голове. Выводите иголочку и вводите ее в столбик без накида на теле. Только смотрите, чтобы ножки, вот где мы делали прибавки, у нас такие на ножки, вы увидите, что торчат вот так спереди выступы. Вот они должны быть спереди, то есть лицо. Вот так мы пришьем. То есть лицо смотрит на нас, и эти выступы тоже на нас смотрят. Так, поэтому я ввожу иголку сзади на теле, примерно здесь. Вывожу. Вот так. И все, я сейчас буду по кругу пришивать. Ввожу иголку теперь в столбик без накида на теле в следующий. И ввожу иголку в столбик без накида на голове. Вывожу. Так, смотрю, чтобы было все ровно. Чтобы у меня голова пришилась не в бок, а прямо. Так, вроде пока все идет ровно. Так, теперь ввожу иголку в столбик без накида на голове и вывожу столбик без накида на теле. И то есть так я буду пришивать все столбики. То есть прошивать, буду идти вот так по кругу и до конца. Подтягиваю нить. Все. Пришиваем дальше самостоятельно. Так, все, пришила голову. Теперь нить нужно закрепить и спрятать. Закрепила. И ввожу иголку куда-нибудь в голову. Все, готово. Вот так получилось. Осталось связать ручки, пришить. Но пока я покажу вам, как я украшу медведя. Я возьму атласную ленточку и завяжу бантик. Немножко кривой получился, но потом сделаю ровный. Так. Вот так я украшу медведя. Так, осталось связать только ручки. Итак, вяжем руку. Для начала делаем кольцо амигуруми. И в кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и сейчас. Так, 5 и 6. Все, набрали 6 столбиков, кольцо затягиваем. Это был первый ряд. Вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем в первый столбик, получится 1 столбик без накида. А в следующий столбик делаем прибавку. Так, отмечаем начало ряда. Так, сделали прибавку. В следующий вяжем 1 столбик без накида. В
следующий столбик вяжем прибавку. В следующий столбик вяжем 1 столбик без накида. И в следующий столбик вяжем прибавку. Так, во втором ряду получилось 9 столбиков без накида. Третий, четвертый ряд нужно провязать по 9 столбиков без накида. Провязываем эти ряды самостоятельно. Так, третий, четвертый ряд я провязала по 9 столбиков без накида. И пятый ряд тоже нужно провязать 9 столбиков без накида. Провязываем пятый ряд. Так, провязали пятый ряд. Вяжем шестой ряд. В шестом ряду провязываем 1 столбик без накида. Следующую делаем убавку. Дальше провязываем 1 столбик без накида. Вяжем вторую убавку. И провязываем еще 1 столбик без накида. И делаем последнюю, третью убавку. Так, это был шестой ряд. И в шестом ряду у нас получилось 6 столбиков без накида. Теперь нужно провязать с 7 по 10 ряд, то есть 4 ряда. Нужно провязать по 6 столбиков без накида. Просто вяжем вот так вокруг, по 6 столбиков без накида. 4 ряда вяжем так. С 7 по 10. Провяжите самостоятельно. Так, все. Провязала с 7 по 10 ряд. И все, ручка закончена. Вот такая ручка получилась. Набить нужно будет только вот эту часть. И то сильно не набивайте, немножко. Так, заканчиваем вязание. Нужно закрепить нить. Для этого в столбик без накида вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Нить вытягиваем. И подлиннее, потому что ручку надо будет пришить. Вот так пойдет. Все, ниточку отрезаю. Вот. Ручка готова. Вторая рука вяжется точно так же. Также оставьте нить. И потом мы с вами пришьем эти ручки. Так, связала вторую руку. Одну я уже пришила даже к телу. Вот вторая рука вяжется точно так же. Итак, нужно их пришить. Пришивать руки будем на теле между 13 и 14 рядом. Вот в эту полосочку я буду пришивать руку. Расположите руки, чтобы они были вдоль тела. Вот так ровненько. Приколите булавочками и потом пришивайте. Вот как мы пришивали голову, точно так же я буду пришивать и руки. Берем ручку. И смотрите, вот в руке у нас столько столбиков, 6 столбиков, да? И я ввожу иголку. Вот она у меня торчит нитка торчит у меня из одного столбика. И я ввожу иголку в следующий столбик на руке. Ну, то есть вот так. Вот таким образом я ввожу иголку в руку и вывожу. Так, смотрю, где я буду пришивать свою ручку. Так, между 13 и 14 рядом. Это здесь. Ввожу иголку в тело. Вывожу и вытягиваю. Вот так. Вот так ручка у меня будет располагаться. Проверяю, чтобы все было ровно. Дальше ввожу иголку теперь. Ввожу иголку в следующие 2 столбика на руке. То есть я как бы одновременно и пришиваю руку, и зашиваю отверстие на руке. Вот так. И осталась последняя пара столбиков. То же самое. Ввожу в них иголку и ввожу в столбик на теле иголку. Вот так.
Вот таким образом пришила ручку. Так, теперь мне нужно ввести иголку обратно в руку, чтобы закрепить нить. Так, все ровно пришила. Закрепляю нить. Можете прошить на второй раз, чтобы была рука покрепче держалась. Но я думаю, на один достаточно. Ой, иголочка выпала. Все. Нитку закрепила. Нужно ее спрятать. Так, если бы у меня иголка не выпала, я бы иголочкой это сделала. Но иголка у меня сейчас выпала, поэтому вот так крючком нитку вытяну. Все. Обрезаю. Вот что получилось. Поправить ручку. Так. Все. Медведь готов. Вот такой он получился. Поправить его, если нужно. Вот так головочку ему. Теперь я хочу его украсить атласной лентой. Завяжу ее бантиком. Так, вот смотрите, какой мишка получился. Я его украсила бантиком. Вот такой маленький, миленький медвежоночек получился. Попробуйте связать. И то, что у вас получится, ваши мишки, можете их сфотографировать и отправить в группу в Telegram.